Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередной обзор камеры видеонаблюдения с сайта AliExpress. Камера под брендом Bezdar. Значит, мне было прислано две камеры на 2 мегапикселя и на 5 мегапикселей. Сегодня мы сделаем с вами обзор камеры на 2 мегапикселя, а на 5 мегапикселей немножко попозже тоже выпустим обзор. Что же пришло в комплекте? Ну, как вы видите, сама камера, блок питания, друзья, с таким вот длиннющим куском провода. Китайцы просто меня порадовали, молодцы, супер, спасибо. Монтажный наборчик из 4 таких дюбель гвоздей. Герметичная муфта для подключения RJ45 кабеля. Вот, инструкция, ребята. Инструкция, как всегда, тут все понятно. Вот, есть у нас QR-код для скачивания приложения IC. Отличное приложение, очень мне нравится. Я не буду показывать подключение. То есть для тех, кто впервые будет пользоваться данным приложением и впервые подключать камеру, есть у меня на канале плейлист с обзорами видеокамер. И там есть видео с подключением по Wi-Fi и есть видео с подключением как точка доступа. То есть, а вам я немножко расскажу, как пользоваться в начале камеры. То есть, включаем мы камеру в розетку, берем мы кнопочку сброса, после того, как включили в розетку, нажимаем и удерживаем. Удерживаем до тех пор, пока камера по-английски нам что-то там не скажет, что настройки сброшены, вы можете отключить камеру. После чего достаем камеру с розетки. Через секунд 10 опять включаем камеру в розетку и приступаем, соответственно, к настройке. Все досконально просто. Как я уже сказал, имеется у нас разъем RJ45, имеется разъем питания и имеется выносная кнопка сброса. Также по камере пройдемся. Откручиваем винт, открываем крышку. И, друзья, вот мы здесь... Так, с фокусом у нас что? Мы здесь видим слот под карту памяти и дополнительная кнопочка у нас спрятана для сброса к заводским настройкам. Вот, имеется встроенный динамик. Динамик, друзья, сразу вам хочу сказать, что он не такой громкий, допустим, как динамики в моих предыдущих камерах купольных. Вот, он немножко тише и не так хорошо слышно. Ну, слышно хорошо, когда вы находитесь где-то там в метрах 2, 3, 4. Дальше уже не слышно. В то время как камеры от Anbiox, вот, которые у меня были, довольно громко кричат. Так, камера у нас, друзья, имеет несколько степеней свободы, то есть мы можем ее прикрутить как на потолок, как на стенку, где-то так вот направить. А кому нужно, так и на какой-нибудь там, не знаю, столб. Вот. Также имеется и поворот. То есть, если вы на столб прикрутите, то есть камеру вы можете, сами понимаете, крутить куда угодно и как угодно. Фиксируется все это дело по окончании настройки вот данными двумя винтами. Антенка у нас приходит снятая. Прикрутить ее 3 секунды. Все легко и просто. Так, здесь по камере что мы имеем? Мы имеем здесь встроенный микрофон. Имеем датчик освещенности. Ну и сам объектив, друзья, 3,6 мм. Вот, как бы по камере, друзья, у нас и все. Давайте теперь подключим. Значит, друзья, каждый раз напоминаю, смотрите. Подключаете вы камеру, монтируете на улицу. Если у вас это соединение висит не под крышей, используем либо термокембрик, либо только синюю изоленту. Все герметизируем, заматываем, все как положено. Также не забывайте загерметизировать, если вы не используете кабель и данный разъемчик. Все, сейчас врубаем камеру в розетку и смотрим и слушаем, как она запускается. System starting up. Entering into EP mode. Вот, камера у нас, друзья, запустилась. То есть никаких световых индикаторов при запуске у нас нет. Все четко, красиво, быстро и надежно. Так, смотрите, закрываем датчик освещенности и прикрываем верхний свет. И мы видим, как камера переключается в ночной режим. То есть вот такое вот огромное количество инфракрасных светодиодов. Друзья, камера мне попалась немножечко это по ходу с браком. Хотя я думаю, что все такие не будут. Это именно мне. В чем заключается брак? То есть, если вы будете смотреть вот мой обзор
и картинку, как снимает камера ночью, вот в этом углу экрана, вот так вот, будут расходиться такие засвеченные лучики. Я поначалу думал, что это засвет от фонаря, который мне светит через дорогу. Но потом, помыслив и подумав, откуда же берутся вот такие лучики, я понял, что у нас засвет с одной стороны идет именно от инфракрасных светодиодов. И именно от того, что здесь вот стекло сделано таким полукругом. И получается, что светодиод светит в эту кромку, а эта кромка направляет луч в, соответственно, объектив. Вот. Я думаю, что не все камеры с таким браком будут, или это не брак, я не знаю, как это назвать, но вот мое дело вас предупредить, чтобы вы на это обратили внимание. Ну а так, в принципе, свои 2 мегапикселя эта камера, я бы сказал, отбивает. На тот момент она стоила без карты памяти, по-моему, что-то вроде $28, если я об этом не говорил. Все, ребята, сейчас идем с вами и смотрим образцы видео. Что, ребята, вот такая картинка получается днем, как я вижу на своем мониторе. На экране телефона картинка просто суперская для своих 2 мегапикселей. Давайте я вокруг машины обойду, чтобы все было видно как бы и в движении, как это все дело снимается. И проверим еще у нас цифровое увеличение. Вот я за машину стану, давайте посмотрим, как меня она достанет за машиной. Вот, нахожусь от камеры примерно в метрах, может 8, может 9. Ну вот, кто меня знает, тот узнает. Привет. И как бы все. В камере, друзья, настроек по минимуму, поэтому будем с вами ждать ночи и посмотрим, что нам она выдаст ночью. Итак, ребята, вот так выглядит ночная картинка. Давайте я опять пройдусь вокруг автомобиля, чтобы вы посмотрели это все дело в движении. На улице вырви глаз, то есть темнота полнейшая. Вот, давайте я снова стану за машиной и попробуем себя увеличить. Вот, это полное цифровое увеличение. Не знаю, вам виден я, не виден. Вот. Ну а так, в принципе, на 2 мегапикселя я бы сказал, что картинка даже достаточно хорошая. И как вы видите по мою правую руку, вот этот вот есть засвет, о котором я говорил. Это засвет именно от инфракрасных светодиодов. На этом, друзья, все. Всем пока, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что скоро у нас еще выйдет обзор камеры похожей, но 5 мегапиксельной. Пока. Ты заходи, если что.